Итак, ребята, давайте запилим с вами прогнозик на этап легенд мажора Катовиц 2019, который проходит в феврале 2019 года. Во-первых, на этап претендентам я не записывал прогноз, не делился тем, как я вижу данный мажор, но вот мои результаты. То есть 6 из 9, где, конечно же, как болельщик Веги я поставил Вегу в 3-0, хотя прекрасно понимал, что вряд ли это случится, но в то же время не занял лишний слот. Также промахнулся с Фнатиками. В принципе, на них не стоило рассчитывать и ранее, и сейчас не стоило. Команда действительно играет не на том уровне, как раньше, и состав совсем, конечно, не тот, как помнится. Поэтому промашка и здесь. Здесь тоже оказалась ставочка неверной. Ну, на этом, я думаю, не будем заострять свое внимание. Давайте перейдем в групповой этап, то есть в этап легенд, и будем смотреть уже здесь. Но прежде всего хотелось бы сказать, что сейчас немножечко сделан по-другому весь процесс трансляции матчей. Теперь кейсы больше не выпадают. Мы их можем получить лишь за выполнение определенных условий, предоставленных Valve. А именно, это выполнить 5 условий. Вы можете видеть их на экране. В то время как у нас улучшится монетка, и в это же время мы получим сувенирный набор. Вот, допустим, я выполнил уже 3. Теперь необходимо сделать 5 верных прогнозов на этап легенд, посмотреть один матч, и мы получим улучшение монетки и сувенирный набор. Так это работает. Напомню еще раз, что за просмотром матчей кейсы больше, точнее наборы подарочные, не выпадают. Ну а теперь перейдем в прогнозы и посмотрим, что мы можем здесь поставить. Перед нами следующие команды. Те, которые справились и прошли из этапа претендентов. И, кстати, неплохо себя показали. Давайте сразу же обусловимся, что вот команды в центре, которые ранее возлагали огромные надежды, в этот раз не очень подготовлены и, скорее всего, не пройдут далее. Вот эти 3 команды. Нипы, G2 и Cloud9. Хотя Cloud9 некогда всегда стремились к победе. Но кто его знает, что будет. Вообще в целом прогнозы, как я считаю, прогнозы именно на Counter-Strike Global Offensive, это очень сложное дело. Поскольку команда может именно в этот день игры быть в очень хорошем состоянии, либо же в плохом. То есть могут сыграть какие-либо условия, которые в принципе невозможно предугадать. Плюс нам с вами неизвестно, какие карты будут играть именно данные команды, в каких составах они будут играть друг против друга, имеется в виду. И поэтому все действительно сильно усложняется. Поэтому всегда не стоит расстраиваться, что если вы не угадали, не стоит также полностью опираться на прогнозы других людей, даже на тех людей, которые занимаются именно прогнозированием данных игр. Сколько я их смотрел, ребята тоже так же не попадают. По одной простой причине, по которой я уже сказал выше. Все очень сложно предсказать. Ну а мы с вами, изучив некоторую информацию, посмотрев последние игры всех этих команд, примерно прикинув их уровень игры на данном моменте, можем выстроить логическую цепочку. NRG, в принципе, они имеют право, так же как и Avenger, пройти далее. Так это или не так, сложно сказать. Одну из этих команд я обязательно поставлю сюда. Какую именно, выбирайте сами. Я поставлю Energy. Далее. Renegades. Тоже действительно на данный момент сильная команда. В принципе, достойная на проход далее.
Vitality. Vitality, я думаю, не справится с данным этапом и не пройдет. Далее. Астралис, конечно же, мы ставим, потому что в нее верим. Действительно, у ребят до сих пор хорошие результаты. Они всегда стремятся к победе и не теряют сноровки. Беги. Также попадают сюда. Team Liquid. За последнее время очень целеустремленные ребята. Очень много одержали побед за последнее время. Можете свериться с сайтом Hail TV. Их тоже сюда поместим. Про мибров мы тоже не забудем. Также поставим их в этот ряд. Остается у нас еще один слот и 2 слота, кто выйдет 3-0. Честно говоря, я хотел бы поставить на 3-0 Нави. Не потому, что это команда СНГ, а потому что ребята очень давно хотят победить. И очень сильно будут стараться, я уверен в этом просто. Цель победить у них уже стоит давно, на каждом мажоре они потеют, стараются. Я думаю, что это будет очередной мажор, где они будут стараться. Ну и снова, потянут они или нет, сложно сказать. Отдать им слот 3-0 тоже такая вещь под сомнением. Ну сюда 100% мы еще запишем фейзов. Фейзы также очень сильная команда. А вот 0-3. Многие считают, что в 0-3 надо ставить комплексити, но это не так. Комплексити показывала тоже очень хорошие результаты, и списывать ее со счетов не стоит. Сюда я поставлю G2 Esports, потому что данная команда показывает плохие результаты на данном мажоре. Я думаю, что они не собраны и, скорее всего, из всего этого списка проиграют каждому. Конечно, бы хотелось бы иметь больше слотов, чтобы поставить сюда больше команд, потому что есть еще такая замечательная команда, как Hellraisers. Есть такая замечательная команда, как Avenger, точнее, извините. Есть замечательная команда, как Cloud9, которая, в принципе, может собраться и что-либо показать. Но, к сожалению, слотов больше нет. На 3-0 пока что мы поставим Нави. Но, ребята, это чисто мое мнение. И сказать на 100%, что вы должны так делать, я утвердить этого не могу. Поэтому решайте сами. На данный слот можно поставить кого угодно. Тех же Renegades, потому что команда действительно сильная. И в принципе она может занять этот слот еще раз. Напомню, что она заняла этот слот в предыдущем этапе. На этапе претендентов. Вот такой вот прогнозик. Я думаю, что в принципе более или менее 5 зайти точно должно. Ну, на этом все. Дорогие зрители, подпишитесь на данный канал, и я вас уверяю, что с вашей поддержкой вы увидите еще много интересных и полезных роликов. А также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И помните, не будьте равнодушными к чужим трудам и творчеству.